Первая в мире автомобильная камера на 360 градусов от производителя 70May. 70May является известным производителем автомобильных видеорегистраторов, и эта модель по заявлению производителя венец творения их концерна. Я собрался покупать машину, благо байк уже купил, теперь у меня есть под нее камера. Протестировал, сейчас подробно расскажу. Распаковка. Поставляется эта штуковина в двух шикарных коробках. В одной из них камера, руководство на русском языке, кабельное хозяйство и приблуды для монтажа. Даже зарядник от прикуривателя есть. Габариты и вес всех приблуд вы видите, все отличного качества. Забегу вперед и скажу, что длины всего кабельного хозяйства для монтажа более чем хватает. Получили, обрадовались, распаковали, теперь нужно монтировать. Здесь все просто. На стекло клеим наклейку, вешаем регистратор, подключаем питание, можно напрямую, можно от прикуривателя. Кабель прячется под панелью. Скачиваем программу на смартфон, обновляем прошивку и пользуемся. Начинаем знакомиться с меню. Камера в дополнение к широкому углу обзора также устраняет слепые зоны. 340 градусов шарнирное соединение и угол зацепления на уровне 140 градусов. Таким образом, вы не пропускаете места или данные, которые могут иметь решающее значение. Например, в случае дорожно-транспортного происшествия. Будем надеяться, что это с вами не произойдет. Камера имеет компактные размеры. В конструкцию входят двухступенчатые электродвигатели для плавного и эффективного поворота и охвата каждого угла. Качество записи, как вы видите, достойное как ночью, так и днем. Примеров вы увидите много по ходу. Хотя, откровенно говоря, у всех моделей, даже дешевых, оно очень прилично у 70May. То есть плюс-минус так же. Разрешение 1080p дополнено высоким качеством. При 60 кадрах в секунду видео действительно плавное, но нельзя включать HDR, только при 30 FPS. Ночной режим с технологией PureCell Plus HDR с большой диафрагмой, апертура 1.5 и большим динамическим диапазоном. Улучшен при съемке в темноте или при слабом освещении. Камера работает 24 часа, наблюдая за авариями и парковкой. Есть алгоритм обнаружения человека, но по мне это лишнее, хотя и работает. Он выявляет возможных подозрительных лиц вокруг вашего автомобиля и сразу же начинает писать. Кроме того, в состав дополнительного оборудования также доступен еще 4G модуль, но он для России является нерабочим, хотя некоторые уже успели завести каким-то образом, что он стал работать у них. Вов, ты... О, а Shoot Left, смотри, он не только... А, не, временно все. 5 секунд. Спасибо большое, потому что эта хуйня, наверное, все-таки было позорно, если бы ее не было. Так что камера может предоставлять отчеты в реальном времени, синхронизацию изображения со смартфоном она тоже поддерживает и много других функций. Преимущество это также еще встроенный GPS в дополнение к расширенным услугам A-Days или отслеживание маршрута. Программное обеспечение также предлагает оптимизацию в случае дорожного транспортного происшествия, когда камера автоматически записывает экстренное видео 5 секунд до столкновения. Есть и функция таймлапса. Камера также предлагает интеллектуальное голосовое управление, поэтому индивидуальное переключение функций не будет мешать как во время управления автомобилем, так и если вы стоите и у вас руки заняты. В целом, единственное, эта команда все понимает, камера только пока на английском языке, вряд ли это поменяется. Отдельно идет в комплекте еще кабель для парковки, его надо либо докупать, либо сразу вместе с ним брать. Пока вы видите примеры съемки камеры, вот основные характеристики, монтаж вы уже увидели. Процессор здесь Novatek NT96580, датчик изображения OmniVision OS02K10 на 2 мегапикселя. Количество линз это 2 стекла плюс 4 пластиковые, плюс IR. Диапазон диафрагма, апертура 1.5 максимум, разрешение 1920 на 1080 Full HD, 60 FPS. Соотношение сторон стандартное 16 к 9. Экран IPS на 1,2 дюйма, 240 на 240 пикселей. GPS GLONASS встроенный, отображение скорости координат на видео, но опять же уже после всего. Маршрут в движении, встроенная память eMMC на 32, 64, 128 гигабайт, нет слота для карты памяти, Wi-Fi соединение на 2,4 ГГц, есть Bluetooth, есть голосовое управление на английском языке, как я уже говорил. Напоминаю, что HDR недоступен при 60 FPS, он доступен только при 30 FPS. Функция Road Story, наложение спецэффектов High-Tech в приложении на записанное видео возможно. Это там будет скорость, высота, направление, ускорение и замедление. Парковочный режим по датчику движения, режим замедленной съемки Time-Lapse, онлайн
функции — это удаленный мониторинг, поиск авто на парковке, уведомления на телефон при событии на парковке, плюс отправка 30-секундного видео на телефон. Опять же, если у вас есть 4G модуль. 8 Days — предупреждение о прямом столкновении, о выезде с полосы, о начале движения объекта впереди, о приближающихся пешеходах и о велосипедистах. Интеллектуальный AI-помощник MyX для доступа к часто используемым функциям: аккумулятор на 300 мАч, разъем USB Type-C в комплекте, основная камера, крепление с двухсторонним скотчем, зарядное устройство, шнур питания на 3,5 метра длины, руководство пользователя, двухсторонний скотч, электрическая наклейка, все в комплекте, монтажный инструмент для утапливания кабеля под обшивку авто. Размеры 51 на 51 на 93 мм. Парковочный режим в данной модели доступен только при подключении через специальный оригинальный кабель 70 May с разъемом USB Type-C, а именно 70 May Hardware Kit UP03 или 70 May 4G Hardware Kit через переходник microUSB Type-C. С кабелем предыдущей версии UP02 парковочный режим работать не будет, только обычная запись. Но можно делать переходник вручную, распиновку, и удачный опыт есть на форумах, хотя я бы на вашем месте этим не занимался, лучше сразу купить. По обнаружению движений человека. При попадании в поле зрения человека на некоторое время Omni сначала загорается желтым цветом, предупреждает. Если человек не уходит, то загорается красным цветом и начинает запись 30-секундного видео. Если 4G кит, то уведомление в приложении и запись в облако в видео в разрешении 1720p, оригинал 1080p будет также доступен в памяти регистратора. Обнаружение столкновения: при ударе регистратор немедленно начинает запись, задержка около 0,03 секунды, при этом поворачивает объектив налево, направо и делает поворот в 360 градусов. Режим замедленной съемки: непрерывная запись в разрешении 1080p с частотой 1 кадр в секунду. При работе 60 fps основной записи таймлапс будет записывать 1 кадр в полсекунды или 2 кадра в секунду. В облако файл не загружается. Облачный альбом доступен только в международном приложении, необходим для загрузки парковочных видео. Максимум срок хранения 15 суток. Уведомления приходят после записи 30 секунд видео и после загрузки видео в облако. Удаленный видеомониторинг в любой момент может запустить видеотрансляцию в реальном времени, а также сделать фото, записать отрезок видео или повернуть объектив в любое положение. Про 4G: для работы необходима сим-карта, в комплект она не входит. На территории РФ официально эта функция не поддерживается, но есть умельцы, которые ее умудрились добавить. В форумах, и еще раз повторяюсь, много всяких примеров. Минусы: нет функции авторадара, очень ее ждем. В HDR нет 60 FPS, много конкурентов, опять же, даже у того же бренда, и парковочный набор нужно докупать отдельно. Скорость и остальные фишки можно посмотреть только в записи. Лучше было они сделали двойную камеру, как по мне, у которой угла обзора уже бы хватало. Нет команды Shoot Center, может быть, допилят. С кабелем для режима парковки видео срабатывает по удару или отслеживания заинтересующимися гражданами перед вашим авто, и они пишутся без звука. Wi-Fi довольно медленный, номер машин пишется не дальше, чем на расстоянии 10 метров от машины, но там так почти у всех. От вибрации по кузову может срабатывать видео от удара на той же парковке в неперезаписываемую папку, что является и плюсом, и минусом. Нужно помнить, как это удалять. Запись разговора с сотрудником ДПС не сделаешь. Слишком сложно и много движений, и микро не вывозит. Не топовое оно для записи разговоров. Плюс долгая калибровка. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Как по мне, она относительно оправдана. Резюмирую: 70 May Omni X200-360 достойный регистратор, который при правильной настройке обезопасит ваше движение. Но всегда важнее выполнять правила. Рекомендовать на распродажу я могу его легко. Фан-база у него огромная. На FOPA уже 25 страниц обсуждения. Для регистратора это много. Выглядит он классно, по габаритам не космос. Девайсу от меня однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.